Всем панкейк! Маневренные, незаметные для локаторов, способные развивать сверхзвуковые скорости – все это можно сказать про участников сегодняшнего списка. Это и даже больше, потому что сегодня мы попробуем выбрать лучшую в мире модель истребителя. Современные истребители – это чудо инженерной мысли, над которым работают много десятков лет. Например, об истребителях пятого поколения начали задумываться в 1970-х, хотя с заводов они начали выходить только в 21 веке. Что за поколение истребителей? Поколение у реактивных истребителей – это условная группа, в которую можно объединить модели самолетов, произведенные после 1945 года. Объединение происходит по схожим техническим характеристикам. Определение принадлежности к конкретному поколению основано на конфигурациях планера, двигателя, бортовых систем и вооружения. В некоторых странах, таких как Китай и Швеция, отсчет поколений связан с национальной последовательностью моделей, а не с мировым уровнем развития науки и авиации. Но хватит о скучной теории. Перейдем к первому кандидату на звание лучшего. И это истребитель, стоящий на вооружении у ВВС Швеции, Венгрии, Чехии, ЮАР и Таиланда. Saab JAS-39 Gripen изначально создавался как многофункциональная модель. От него требовалось быть одновременно и штурмовиком, и истребителем, и разведчиком. Также у него есть возможность укороченного взлета с плохо подготовленных аэродромов, обладает высокой выдержкой элементов и максимально оптимизирован для ведения боевых действий в условиях Швеции. И, судя по заказам из Бразилии, Швейцарии и других стран, эта модель приглянулась многим. И ее постоянно совершенствуют, увеличивают максимальную взлетную массу, дальность и скорость полета. А в следующем поколении Saab размышляет об электродвигателях. В общем, шведы в своем репертуаре и думают в первую очередь об экологии. Французский Dassault Rafale – это широкий спектр вооружения для различных задач, будь то господство в воздухе, перехват, воздушная разведка, нанесение противокорабельных ударов и ядерное сдерживание. Большая часть технологий, использованная при производстве истребителя, такие как голосовой набор команд или фронтальный инфракрасный датчик поиска, были произведены внутри страны, а не закуплены за границей. Поступивший на вооружение в конце 90-х, этот истребитель, благодаря открытой архитектуре программного обеспечения и постоянным обновлениям, пользуется спросом до сих пор. А внутри страны Dassault Rafale будет основным для ВВС Франции вплоть до 2040 года. Эту модель можно встретить на вооружении Египта, Индии, Катара, Греции, Объединенных Арабских Эмиратов, Хорватии и Индонезии. Строение крыла французского истребителя позволяет добиться максимальной маневренности, но из-за общей аэродинамической нестабильности на истребителе установлена система дистанционного управления для облегчения полета. И несмотря на использование технологии уменьшения инфракрасного излучения и постоянных модификаций фюзеляжа, хвостового оперения и переноса воздухозаборников, французский Dassault Rafale нельзя назвать полноразмерным самолетом-невидимкой. И следующий претендент на звание лучшего – американский F-22 Raptor. Если вы видели фильмы, в которых истребители превращаются в невидимки и исчезают на месте, то создатели, скорее всего, опирались на существование этой модели. США не продают эту модель другим странам, потому что считают истребитель слишком продвинутым. Специальное светоотражающее покрытие позволяет скрываться как можно дольше. Инфракрасная система поиска техники, обтекаемые внешние баки с топливом для дальних полетов, которые после использования могут быть сброшены ради лучшей обтекаемости и скорости. Этот истребитель настолько технически продвинутый, что некоторые считают его единственным представителем пятого поколения, а американцы замахиваются и на шестое. Но есть и сложности. Например, пилоты этого истребителя из-за особенностей техники не могут связываться и направлять пилотов других моделей истребителей. Точнее, могут, но для этого им понадобится специальный шлем, которых сделали всего 6 штук.
И, судя по всему, сделали их так мало, потому что включенные передающие сигнал эти шлемы просто убивали невидимость самолета и делали его заметным для локаторов. К тому же, из-за особенностей строения, внутренние отсеки вооружения скромны, могут нести только 8 единиц вооружения, а 4 внешними подвесами для вооружения обычно не пользуются, потому что их загруженность серьезно сказывается на маневренности и возможности обнаружения истребителя. Производство «Рапторов» закончилось в 2010 году, но на сегодняшний момент F-22 все еще самый дорогой истребитель в мире. Один «Раптор» обходится бюджету США в $400 миллионов. Это с учетом модернизации. Такой же в полную величину, но из золота, вышел бы дешевле. Китайский Чэнду J-20 одновременно похож и не похож на все истребители 5-го поколения. Сверху напоминает прототип МиГ-142, спереди американский F-22. Но не говорите об этом китайцам, будут яростно все отрицать. С характеристиками тоже все неоднозначно. С одной стороны, он всепогодный, и уровень незаметности у него лучше, чем у Су-27, но эксперты уверяют, что это только спереди. Сбоку же J-20 вполне себе легко обнаруживается. А вот сверхзвуковым двигателем китаец вообще не обладает. Приходится рассекать по воздуху на купленных у России двигателях. На уже списанных российских двигателях, если быть точнее, что, конечно, сказывается и на маневренности. Пока что он получается медленным и тяжеловесным, но у него еще есть время на совершенствование. Если американский «Раптор» к 2011 году уже прекратили выпускать и вовсю модифицировали, то китайский J-20 совершил свой первый полет в ноябре 2011 года. В 2022 году было объявлено о переходе на китайские двигатели и начало мелкосерийного производства. Информации об этом не так много, остается только предполагать, что со временем модели станут легче и быстрее. И еще один истребитель 5-го поколения с технологиями 6-го – HAL AMCA, индийский многоцелевой и малозаметный истребитель для решения боевых задач. А 6-е поколение – это у нас и гиперзвуковое оружие, и функции беспилотного управления, и даже использование искусственного интеллекта. Чтобы уменьшить воздействие радаров на лопасти, чтобы увеличить скрытность и использовать внутренний отсек для оружия при проектировании HAL AMCA, использовались композитные и другие материалы. Специальные змеевидные воздухозаборники повышают скрытность лопасти истребителя. Этому также способствует двойное оперение хвоста. Кабина с панорамным обзором, панорамным сенсорным дисплеем и широкоугольным голографическим дисплеем переносит нас в научно-фантастические фильмы. Да, задачка в определении лучшего предстоит непростая, ведь страны конкурируют, приукрашивают или вовсе не рассказывают о проектах будущего. Что уж там. Во времена Второй мировой войны Министерство Великобритании пустило слух, мол, их летчики стали очень метко стрелять только из-за появления в рационе морковки. Якобы витамин А, которого так много в этом овоще, настолько улучшал зрение летчиков, что они могли даже ночью обнаружить вражеский самолет и попасть по нему. По легенде, меткость британских летчиков настолько поражала немецкое руководство, что был отдан приказ включить в ежедневное меню морковь. Все это нужно было только для того, чтобы скрыть от врага появление на британских самолетах радиолокационного оборудования. Кстати, об этом. Если F-22 ограничен одной радиолокационной системой, то у Су-35, получившего шутливое прозвище «Горыныч», их 5. Су-35 – это очень серьезная модификация еще советского Су-27, который изначально переназвали для облегчения экспорта за рубеж. Но просто на переименовании не закончили, модифицировали двигатель так, чтобы мог меняться вектор тяги, благодаря чему сопла в двигателе могут поворачиваться в любом направлении. В итоге производители получили сверхманевренное чудо техники. Он аэродинамичнее F-22. На цифрах выигрывает у него и по максимальной скорости, и по дальности полета.
но заметно проигрывает в незаметности из-за особенностей строения корпуса. И хоть изначально он больше планировался на продажу, в данный момент основные пользователи этой модели истребителя – Китайская Народная Республика и сама Российская Федерация. Как вы думаете, должна ли такая сложная техника, как истребитель, быть многофункциональной? Может, решили в США и приступили к разработке Raptor F-35. При его проектировании американские ВВС хотели получить универсальную модель, подходящую и для авианосцев, и для армии, и для морской пехоты, что позволит закрыть все потребности НАТО до 2070 года. Кто-то скажет, погонишься за универсальностью, в качестве потеряешь. Производители же гордо называют его многофункциональным и всепогодным, хотя на старте без проблем не обошлось. Здесь разведка и радиоэлектронная борьба, и нанесение ракетных ударов с воздуха. Запущенный в мелкосерийное производство в 2006 году, в бою F-35 был проверен ВВС Израиля в 2018 году. Для улучшения эффекта невидимости проектировщики использовали не только радиопоглощающие материалы, не только тщательно поработали над формой фюзеляжа. Дело дошло до специального выравнивания краев, обработки зазубрин и специальной маскировки турбин. А уникальная обшивка требует меньше ухода и обладает большей износоустойчивостью. И если в предыдущих моделях вся информация выводилась на дисплей, то теперь самая необходимая информация выводится на козырек шлема, что позволяет контролировать данные даже тогда, когда летчик смотрит по сторонам. Но даже у такого чуда техники есть свои минусы. Например, шум, производимый F-35, вызывал обеспокоенность гражданских, живущих недалеко от военных баз. Эксперты замечают, что от нового F-35 шума столько же, сколько от истребителя 4-го поколения F-16. К тому же он планировался как недорогая замена F-22. Но из-за сложностей в разработке цена за штуку скакнула вверх, отобрав звание самого дорогого у F-22. Со временем сложности были решены, и цена за единицу начала снижаться, что привлекло и интерес других стран. В отличие от большинства истребителей этого списка, южнокорейский боевой ястреб KAL-KF-21 Бараме пока что не обладает внутренними отсеками для оружия, что считается неотъемлемой характеристикой истребителей 5-го поколения. Поэтому он считается моделью поколения 4,5. Но подождите списывать его со счетов нашим соревнований. Да, у проектировщиков не было цели догонять США с их F-35. Корейцы просто хотели получить модель лучше F-16. Притом даже проценты указали. Дальность полета на 50% больше, а продолжительность срока службы на 34%. И мало того, что это получилось, в новой модификации уже планируется изменение корпуса, появятся внутренние отсеки под оружие, обновят датчики, и из промежуточного варианта корейцы получат крепкий истребитель 5-го поколения. Ведь на борту уже радар с электронным сканированием, система инфракрасного поиска, блок электрооптического наведения, радиочастотный глушитель, многофункциональный дисплей и компьютер управления полетом. Да, вокруг этого ястреба много коррупционных скандалов, что замедляет поиск партнеров для совместной работы. И, соответственно, может сказаться на обновлениях. Что поделать, у каждого в этом списке свои недостатки. Отвлечемся от напряженной гонки лучших истребителей. У многих, даже тех, кто особо не следит за теннисом, на слуху название турнира Ролан Гаррос. Погодите, спросите вы, как связан теннисный турнир Большого шлема и видео про истребители? А дело в том, что изначально стадион, а потом и сам турнир во Франции были названы в честь первого летчика-истребителя Ролан Гарроса, участвовавшего в Первой мировой войне. Хотя настоящий забавный факт состоит в том, что, несмотря на значимость турнира, мало кто из спортсменов смог ответить на вопрос, кто такой Ролан Гаррос. А вы теперь знаете. А мы возвращаемся к нашим кандидатам. Китайский истребитель, известный под названием J-31.
По задумке, он должен стать заменой для тех стран, что не могут себе позволить F-35. На этапе прототипа эксперты отмечали, что истребитель тратит много энергии, и пилоту трудно держать нос поднятым даже без нагрузки. Но уже в следующих модификациях дизайн был улучшен. Сглажены линии корпуса, увеличена обтекаемость, усовершенствованы стабилизаторы, система наведения и электроника для большей незаметности. J-31 по всем параметрам меньше уже известного нам J-20, и хотя задумывался как замена F-35, внешне и по многим конфигурациям скорее напоминает F-22. Для более эффективной скрытности используется стелс-покрытие, способное сделать истребитель незаметным для многих видов радаров. А чтобы уменьшить радиолокационные и инфракрасные сигнатуры, со временем будут модифицированы и двигатели. Американские эксперты же считают, что такой истребитель может заменить F-35 только при определенном стечении обстоятельств и наборе условий, и скорее заменит машины 4-го поколения. То ли дело Су-57, у которого уже запланирована модификация для беспилотного управления. Он меньше по размерам, легче по весу и более скрытен, чем Су-35, что делает его недосягаемым для большинства радаров старого поколения и для части современных радиолокационных систем. Фильм «Стелс» становится реальностью на наших глазах. Также для Су-57 планируется усовершенствование двигателя, который позволит без дополнительного разгона выходить на сверхскорости. Но даже без модификаций, здесь передовые сенсорные системы, вместительные внутренние отсеки, способствующие многозадачности истребителя, маневренность по всем осям, позволяет выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, такие как маневр колокола или кобра Пугачева. Для лучшей скрытности при разработке Су-57 использовались всевозможные хитрости, что позволяет назвать его первым российским невидимым истребителем. Хотя, в сравнении с американскими моделями F-22 и F-35, хвостовая часть Су-57 считается слабым местом из-за менее оптимизированной формы. Итак, какой же истребитель, на ваш взгляд, самый-самый? Американский «Раптор» или российская «Сушка»? Может быть, вы отдадите предпочтение китайской темной лошадке? Пишите свои варианты в комментариях. И если вам понравилась тема со сравнением возможностей различной техники, то на канале уже есть видео про лучшие на 2023 год танки. А чтобы не пропустить новые обзоры, темы и факты, нажмите на кнопку подписаться, чтобы на ней появился колокольчик. А я пока пойду выберу тему для следующего видео. На связи!